Большой мешковине мы тоже также отмечали рассечкой место расположения. Здесь у нас уже идет место расположения бокового кармана. Я намеловала по нашим рассечкам линию прикладывания. И уже сейчас вот эта линия прикладывания у нас должна соответствовать нашему обработанному карману. Мы уравниваем, совмещая по верхнему срезу брючины. Можем сколоть. Совмещая по боковому срезу, по боковому шву. Мешковина вся совпала, вся совместилась. Можем смело сколоть булавочкой. С лица у нас все хорошо. По верхнему краю тоже уравняем, чтобы она у нас лежала параллельно верхнему срезу брюк. И проверим с изнанки. С изнанки нам тоже нужно проверить. Если есть неровности, осноровить. Если есть неровности, отметить. И вот сейчас получается, вроде лежит у нас все хорошо. Кстати, вот хочу пометить, что срез большой мешковины у нас лежит прям на уровне шва. Исходя из того, что я там хочу еще заложить складочку, она у нас как раз будет прям в край среза. Ну, посмотрим, может быть, я ее потом осноровлю. Вот, уравниваем ровно мешковину. И сейчас мне нужно эту мешковину соединить на оверлоке. Как я уже говорила, что вот этот вот край мешковины, вот здесь вот еще не закрепила, я уже видно, не доходя до поворота, обметала, потому что она у нас не цельнокроенная. Можно было сделать цельнокроенную из подкладки, то же самое, но я решила так, чтобы не было толщины. И вот здесь вот у меня немножко, получается, не хватает подкладки. И я думаю, что мне вот это вот надо немножко осноровить. То есть, чтобы не было излишек, я должна вот это вот осноровить. Я думаю, что я буду обрабатывать на оверлоке. Можно вот этот вот срез мешковины сделать кантиком, то есть руликом, как его называют, косой бейкой. Но я обметаю на оверлоке. Но прежде чем обметывать на оверлоке, мне нужно сначала вот этот вот обметанный срез нам на малой мешковине закрепить на ручной машине. Вот я сейчас вот это вот закреплю. Излишки вот эти вот срежу. Кстати, я срежу их параллельно. Параллельно две детали. Я думаю, что на другой детали, на другой стороне будет то же самое. По крайней мере, они у меня должны быть одинаковые. Я срежу их параллельно в зеркальном отражении. Ничего страшного, что у нас срезы неуровненные получились. Это погрешность для того дана, чтобы мы увидели и устранили все недостатки. Ну вот, сейчас я начинаю вот примерно вот отсюда до поворота мешковины соединю на прямострочной машине. И дальше уже все закреплю, соединю на оверлоке полностью две мешковины между собой. Мы должны закрепить по боковому шву мешковину, но должны закрепить, не доходя
до припуска нижнего края мешковины оставить небольшой зазорчик для обметывания или для окантовки. Я думаю, что, наверное, я буду делать окантовку. Сейчас подберу ткань и окантую срез. Мы должны закрепить по боковому и по верхнему срезу. По верхнему срезу лучше закрепить, чтобы оно не болтыхалось, чтобы оно не гуляло, ну, примерно сантиметров 5, не доходя середины ширины брючины, потому что нам надо будет еще закладывать складку. Важно еще знать, чтобы вот здесь вот при укладывании кармана не было никакого наплыва ни с самой мешковины, ни с самого обработанного кармана. Просто закрепим шириной шва где-то 0,3-0,4, но не больше 0,5, исходя из того, что у нас будет сантиметровым швом притачиваться пояс по верхнему и по боковому. По нижнему срезу мешковины тоже я соединила шириной шва 0,7 где-то. Здесь получился у нас вот такой вот переходик. Вот можно оверлок было немножко повыше начать обметывать. У меня получилось пониже. В принципе, это можно распустить, ничего страшного. Ну и попадет это под окантовку, тоже ничего страшного. Ну вот, карман у нас готов. И все-таки я надумала обработать срез мешковины кармана косой бейкой. Саму мешковину, а именно шов соединения, то, что я соединила на прямострочной машине, я взяла, осноровила до ширины припуска 0,7. У меня было где-то 0,7, где почти сантиметр. Но я осноровила, чтобы у нас был ровненький довольно-таки припуск. И сейчас я буду окантовывать, но для этого я приготовила косую бейку. Нашла кусочек ткани дома, рубашечной, сорочечной ткани, она довольно-таки средней плотности. Раскроила под углом 45 градусов бейку шириной 3 сантиметра, соединила между собой, швы разутюжила и заутюжила саму бейку пополам. Вот, сейчас, получается, мне нужно вот эту бейку притачать на мешковину кармана. Я буду ее сейчас притачивать шириной шва где-то 0,5. Чем меньше мы притачаем бейку, тем уже у нас будет кантик. Сейчас я буду настрачивать и покажу результат. Казалось бы, что там шить, а именно обрабатывать открытый срез косой бейкой. Тоже здесь есть некоторые такие нюансики. Я сейчас покажу кое-какие, и вы смотрите за моими руками, как я ими работаю. Сама косая бейка имеет свойство растягиваться. И от давления лапки, от того, что лапка передвигается за счет рейки, мы таким образом должны помочь не подсаживать челночную часть, то есть нижнюю часть ткани, а саму косую бейку ни в коем случае не натягивать, а прикладывать к срезу в покое, даже в такой маленькой свободе, наплывом. Вот я ее прям, вы знаете, вот от себя чуть-чуть и делаю такой маленький небольшой наплывчик. В местах таких прямых участках это не так важно, где у нас идут скругленные части, именно где вот крутой поворот, вот сейчас пойдем мы на саму мешковину, там это очень значительно.
вот, притачала я косую бейку. И сейчас мне нужно ее на изнаночную сторону выметать и настрочить. Ну вот и заготовили мы карман. Вот так вот у нас получилось с лица. Внутри вот она обтачка. Закрепили по верхнему срезу брюк, по боковому срезу. С лица пока так. С изнанки я все-таки окантовала косой бейкой из такой вот контрастной ткани. Вот мешковина, вот здесь вот обметанная мешковина, застрочена соединительным швом. И за один прием здесь уже окантовано по нижнему срезу мешковины. Вот так у нас вышло. Всё. Дальше мы можем обрабатывать брюки, уже заутюживать стрелки, то есть переднюю половинку заутюживаем пополам, заднюю половинку обрабатываем и готовим к первой примерке.